Итак, давайте сначала посмотрим, что из себя представляет радар. Вот я жму кнопку радара. Для начала мы видим, что на экране оно показывает, что у нас есть броня по таким-то координатам и третья часть четвертого оружия тоже по таким-то координатам. Эти все там надписи можно при желании отключать, но мне для теста мода они нужны. И иногда с ними удобнее. И вот мы видим, что когда я кнопку нажал, вот появилась иконочка. Вот сейчас мы видим, как оно будет удаляться. Давайте я еще раз нажму. Вот. То есть нарисовалась линия туда, где у нас лежит броня. Теперь давайте посмотрим в ту сторону, еще раз нажмем кнопочку. Вот, мы видим, что рисуется линия в то место, где третья часть оружия. Давайте пойдем туда ближе. Вот, допустим, мы подошли ближе, нажимаем кнопочку еще раз, и вот видим, нарисовалась линия как раз в то место, где лежит четвертое оружие. Давайте я покажу это еще раз, но на другой карте. Нажимаем опять кнопочку, что мы видим? У нас есть Crater of Might. Касательно Mystic Ambit Incant, это она дропнулась там из какого-то монстра из-за хардмода, то есть на это пока заливаем болт. Вот у нас есть второе оружие, третье оружие и каждый кусок четвертого оружия. Вот давайте я нажимаю паузу, он появилось 3 иконочки, смотрим, что с ними будет дальше. Надо их будет потом выровнять. Вот, давайте я еще раз нажму, то есть вот получается второе оружие как раз в то место, где лежит второе, третье, где лежит третье. Сейчас я еще раз нажму. Мы видим, что чаша идет немного вверх. Вот давайте я сейчас подойду. То есть у нас здесь изначально Crater of Might лежит на возвышенности. Давайте я еще раз кнопочку нажму. Вот. Поэтому оно линию рисует вверх. И вот как мы видим, сейчас Mystic Ambit Incant. Давайте я сейчас его подберу. Он нам тут немного запорол демонстрацию. Давайте я сейчас еще раз покажу. Вот, допустим, нажимаем кнопочку и смотрим. И видим, что вот это вот первый кусок нарисовала прям туда, где он лежит, и остальные 2 куска тоже идут. Давайте вот еще раз, допустим, класснем здесь. Вот, этот прям к нему нарисовалась линия. Эта линия нарисовалась вот сюда. И вот эта линия нарисовалась вот сюда. И вот сейчас мы, если мы подождем, то оно исчезнет. И давайте еще раз покажу. Вот представим, что, допустим, мы стартанули уровень. Вернее, нет, мы уже уровень полностью зачистили. Я, допустим, хочу узнать, во-первых, не забыл ли я чего-нибудь, а во-вторых, я хочу узнать, где на этом уровне лежат ключевые предметы. Какие из них являются ключевыми, я потом расскажу на стримах. То есть, где лежат ключевые предметы и где лежат оружие. Нажимаем Page Up и смотрим. Вот. Мы увидели, что сейчас, давайте я покажу консоль. Вот оно говорит только платиновый шлем. И мы увидели, что линия идет сюда. Идем, допустим, ближе. Нажимаем еще раз. И вот, линия идет сюда. Идем сейчас, давайте, ну клик. И как раз нам показало, что шлем лежит именно здесь. Итак, теперь я объясню концепцию оружия данного мода. Значит, стартуем мы с одним из оружий из первого слота. Для файтера первый слот это либо шипастые перчатки, либо дубинка под книгой. Вот, как мы видим, сейчас мы стартанули с дубинкой под книгой. И, допустим, мы находим второе оружие, подбираем его. Что она пишет?
Оно нам говорит перчатки некроманта из еретика. Перчатки, по моей задумке, это книга, если есть мана, и они тратят ману. Без книги, если маны нет. Но я эту механику еще не сделал. То есть мы, допустим, взяли топор, и нам по рендому удалось одно из оружий для второго слота. Давайте поменяем. Слот 1 дубинка под книгой, слот 2 перчатка некроманта. Теперь, допустим, мы подбираем третье оружие. Что нам дали? Нам дали феникс без книги. Тоже с отдачей. Потом, допустим, мы подбираем первый кусок, но он тут как третий пишется. Второй кусок четвертого оружия. И когда мы подбираем третий, нам по рендому дается одно из четвертых оружий. То есть в данном случае нам выпала булава под книгой. Вот. И теперь еще один момент я тут наспавнил. То есть в моем моде на полу может валяться и первое оружие. На данный момент первое оружие может валяться на полу только если кто-то напишет команду 50 на 50 и оно случайно выпадет. И вот, допустим, кто-то задонатил 50 на 50, я беру, подбираю и опа, мне повезло и мне дали перчатки, которые не некроманта, а хексенские. И в таком случае я вот клацаю один, у меня есть дубинка, клацаю еще раз один, у меня есть перчатки. То есть в данной ситуации у меня будет два первых оружия. Получается, если у меня есть, давайте я паузу нажму, если у меня есть два первых оружия, то логично сделать игру так, чтобы в одних ситуациях полезно было одно, в других другое. Например, перчатки, у них больший радиус, и они там всегда бьют невидимок, а у дубинки больше урон, но невидимок бьет не всегда, там и меньше радиус. То есть, чтобы каждое оружие в каком-то случае могло быть полезным. Иначе, если, допустим, дубинка бесполезна, то тогда, когда есть два оружия, дубинкой пользоваться никто не будет. Вот. И давайте вот я сейчас просто поподбираю. То есть, вот мы видим, оно нам пишет, то есть, когда мы, допустим, подбираем то, что валяется на полу, нам по рендому дается какое-то одно оружие из слота. Просто у нас они уже есть. Теперь покажу то же самое на примере клерика. Вот мы стартанули с дубинкой. Без книги. Вот, слот 1, дубинка. Подбираем серпент став. Получаем арбалет с книгой. Подбираем третье оружие. Получаем ванду из еретика под книгой. Подбираем все куски четвертого оружия, то есть первый, второй и третий. Получили Dragon Claw без книги. И по такой же аналогии я тут наспавнил первое оружие, то есть если кто-то, допустим, заюзает 50 на 50, может выпасть и первое оружие. Вот мы, допустим, подбираем. В данном случае выпала дубинка, которая у меня уже есть. Подбираем еще раз. А вот теперь выпала булава. Соответственно, теперь у меня есть и булава, и дубинка. Логика их разницы такая же. То есть у булавы больше радиус и 100% по невидимкам. У дубинки больше урон, но меньше радиус и не 100% по невидимкам. И теперь то же самое на примере мага. Вот мы стартанули с ванды из еретика без книги. В этом моде эта ванда патроны не тратит. Соответственно, у мага разница первых двух оружий в том, что одно из них стреляет сплэшем как рейлган. Из-за Риппера наносит чуть больше урона, но пролетает в гораздо меньших ситуациях. А другое оружие не сплэшем, урон меньше, но зато работает как хитскан, то есть пролетает через некоторый декор, пролетает через тонкие проходы там и гораздо быстрее попадает в цель. Поэтому давайте я вам покажу. Вот мы, допустим, подбираем второе оружие, мы получили Frostfang без книги.
из Masters of Chaos. Подбираем третье. Получили Dragon Claw с книгой. Одно из моих любимых оружий. Очень интересно будет попроходить Hexen с ним. Дальше мы подбираем первый кусок, второй кусок, третий кусок. И мы получили Wand of Embers с книгой. Они будут отражаться от стен, но я еще это не сделал. Так, и теперь по такой же аналогии вот разбросаны первое оружие. Вот, мы подобрали, и у нас есть теперь Ванда из Хексена и Ванда из Еретика. Давайте сейчас подбираем. Вот, допустим, у нас есть... Вот, то есть мы видим, Ванда из Хексена здесь не простреливает. Ванда из Еретика простреливает. Или, допустим, вот есть дерево. Ванда, вот мы видим, что Ванда из Еретика дерево простреливает. Ванда из Хексена это дерево не простреливает. А теперь давайте я вам покажу то, о чем я вам говорил. То есть вот у нас есть невидимый топорист. Например, он заспавнился по скриптам этого мода. Либо кто-то там заспавнил его за донат. Или команда 50/50. И у меня, например, есть из оружий либо только дубинка, либо, допустим, для других оружий у меня там нет патронов, или мне их там тратить не хочется. И вот давайте посмотрим, как с типичным топористом воевать дубинкой. Вот мы видим, что он умеет тоже уворачиваться, то есть бегать туда-сюда. Вот, допустим, я к нему сейчас подбежал, я смог его продамажить, но и он в меня попал. То есть, чтобы вы понимали, сейчас у обоих дубинок шанс урона по невидимкам 50%. Кстати, довольно забавное совпадение с 50/50, но тем не менее шанс 50%, что она ему урон нанесет. И соответственно 50%, что просто урона не будет никакого. Вот. Я изначально вообще хотел делать 10, но вот как мы видим, тут даже с 50 жопа. Вот, допустим, я хочу подбежать, вот я его ударил. Я, вернее, попытался его ударить, но урона не произошло. Вот, опять попытался его ударить. Здесь я слишком далеко от него. А, ну а если вот так вот? Ага. Давайте сейчас попробуем еще раз. Вот, например, что будет, если я просто к нему подойду и начну его бить. Вот, мы видим, что урон я ему наношу, но я его убить не успел. Давайте попробуем еще раз. Для клерика это будет последний раз. Просто чтобы понять, насколько это на данный момент сложно. Вот, то есть я хотел подбежать, но он взял и убежал. А ну. Вот, то есть тут угол сложно проработать. Он уже убежал. А ну.
Вот, я хотел его ударить. Вот, я по нему попал, но попасть надо много раз. Теперь он там не попал. Ну, короче, вот так это происходит. И давайте я то же самое покажу файтерам. То есть у него дубинка мощнее. Вот давайте сейчас просто проверим, сколько раз его надо ударить. Прошлая попытка не удалась. Давайте сейчас еще раз. Я хочу просто проверить, сколько раз его нужно. Давайте сейчас то же самое проверим файтером. Для начала проверим, если просто вплотную подбежать, сколько раз его надо ударить. Ну вот, нужно его ударить несколько раз, и он умрет. То есть, как мы сейчас видели, его нужно ударить несколько раз, и он умрет. Но давайте сейчас попробуем, как это будет выглядеть, если мы, допустим, не хотим потерять хп. Получится ли у нас это сделать, или вообще выжить? Вот, раз мы его ударили. Два мы его ударили. Три мы его ударили. 4 мы его ударили. 5 мы его ударили. То есть получилось его убить с изрядной долей везения, но у файтера дубинка мощнее. Вот, на этом я пока демонстрацию закончу. То есть мне осталось доделать механику оружия, сделать спаун монстров скриптами, чтобы на уровнях были монстры не только из Хексена, но и из Еретика и из Masters of Chaos. И, по идее, после этого можно будет начинать стримить. А на сегодня все. Всем пока.